Всем доброго снежного утра. Я уверена, что сейчас по ту сторону экрана многие узнают себя. В основном женщины. Мужчины тоже, конечно, но в процентном соотношении больше женщины. Потому что именно женщин воспитывают в послушании с малых лет. Молчи, терпи. Это твой отец поругал, значит, за дело. Пусть бабушка неприятная, ведет себя отвратительно, но это наша бабушка. Нельзя бабушку обижать, надо слушаться. Дочка тетки взяла твои вещи без спросу. Ничего страшного, молчи. Это же гости, нельзя, некрасиво. Веди себя достойно. Делай вид, что не замечаешь. Не имей каких-то предпочтений. Вместе со всеми ешь. Сказано кушать, значит кушать. Едим все. Что значит я не люблю, мне не нравится, я жирная не хочу. Надо есть, это полезно. Никаких возражений. Ложись во столько спать. Что значит не хочу спать? Надо спать. Так положено, так надо. Учись хорошо. Учительница нагрубила, все равно ты виновата. Нельзя с учителями спорить. Учителя всегда правы. Узнаете? Вот так нас воспитывают. Чтобы мы были идеальная рабочая сила. Весь домострой был построен на этом. И да будет благословенна жена, которая встает ранним утром и дает слугам своим дело и работу, и кормит детей своих, и от плодов рук своих одевает своего мужа и детей. И скромна, и терпелива, и ничего не требует. Женщину красит ее скромность. Будь проще, люди потянутся. Извечные лозунги. И порой люди, которые учат нас вот этому всему, сами никогда не будут проще, никогда не будут жертвовать своими интересами во имя других интересов, то есть интересов других людей. И те попы, которые учат нас скромности и тому, что деньги – это зло, это не волк, это у нас хаски воет там. И то, что деньги – это зло, если вы посмотрите на их вещи, на их одежду, на их украшения, которые стоят по 40-50 тысяч долларов, как-то не видно, что они живут по тем же принципам, по которым учат жить тебя. Общество стискивает тебя в определенные рамки для того, чтобы ты была удобной. Удобной, чтобы тобой пользоваться. Удобной, чтобы ты трудилась всю жизнь, но при этом ничего не требовала. И вот те, которые хотят вырваться из этих тисков, они делают очередную глупость. Мы смотрим каналы, где все находятся в ресурсе, где все заходят домой и начинают разбирать подарки. У всех одинаковые дома, одинаковые машины, одинаковые лица, одинаковые, то есть один и тот же пластический хирург. Все одинаково заходят домой, одинаково кладут пакеты из ЦУМа, одинаково разбирают духи, которых там 100 штук уже лежит, ставят рядом еще 20. И тем самым они считают, что они вырвались из общества, и теперь общественное мнение над ними не властно. На самом деле эти люди еще больше застряли там и встряли глубже. Когда они одевают какие-то нелепые наряды с бантиками огромными на башке и проходят по улице и говорят, что
У них нет комплекса, они прошли, они не боятся общества. Общество удивляется, шокируется. Любой бы шокировался, если бы мимо тебя зимой проходила баба на колготках, на каблуках с огромным бантом на башке. Все бы шокировались, мне кажется. Это не означает, что все восхищаются. Это означает, что все смотрят на тебя, как на душевно больную. И такие люди совершенно не вырвались из общества. Наоборот, им очень нужно одобрение общества. Они ужасно закомплексованы. И таким образом пытаются дать о себе знать. Они пытаются сказать: я существую. Потому что у них нет других никаких достоинств. Помимо своего вот этого причудливого, придурковатого мышления. Они не знают, как идти вперед. Они решили, что нужно шокировать. Но шокировать это не значит приятно удивлять. Когда собаки сношаются на улице, люди тоже шокируются иногда. Хотя это естественный природный процесс для диких созданий. Но люди шокируются, гонят их, чтобы дети не видели. Особенно на детской площадке, когда они вцепились и не могут отцепиться. Шокируются люди, но это же не означает, что это очень приятное зрелище для людей. Чаще всего уверенный в себе человек, самодостаточный, который уже очень многое прошел, который был и не уверен в себе, который шокировать пытался, и чего только не было, такой человек рано или поздно в определенном среднем возрасте приходит к тому, что сексуальность и внутренняя сила – это не кричащая одежда. Этот человек предпочитает выдержанные, теплые, классические тона, серые, темно-коричневые, черные чаще всего. И этому человеку все равно, как на него смотрят. Не потому, что он не живая душа и как бы не хочет понравиться. Конечно, каждый человек в глубине души хочет показать себя всему миру в лучшем виде. А иначе люди просто при всех ходили бы в туалет, умывались бы при всех, чистили зубы. Они же этого не делают. Мы все этого не делаем, но если мы нормальные, адекватные люди. Мы надеваем эту маску, мы играем свою роль. Мы красимся, красим волосы, расчесываемся, одеваемся, пшикаем духи. Почему? Потому что мы предпочитаем, то есть мы уважаем людей вокруг нас. Это уважение к людям двигает нами. Мы хотим быть приятны для людей, приятным собеседником. Изучаем манеры, как нужно разговаривать, что нужно подходить к человеку не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, потому что человеку может быть неприятно. Есть люди, которые не любят, когда слишком близко к ним подходят. Я один из этих людей. Я не люблю, когда меня трогают, когда пытаются за плечо схватить, за руку. Меня это раздражает. Это переход моих границ, которые я не очень люблю, когда кто-то пытается это сделать. Именно поэтому трусливые люди, когда с вами разговаривают, лезут вам в лицо, прям в рот. Чё тебе, блин? Чё ты? Ты чё? Видели вот таких вот драчунов, петушков? Они очень трусливые. Сильный человек, он своим словом тебя так поставит на место, что ты еще долго будешь думать, как тебя опустили. Никаких оскорблений, никаких грязных слов. Нет, никаких криков, никаких нападений на тебя. Просто очень спокойно ставить на место. Причем так, что вот этот крикун, который пытается вывести тебя, чувствует себя проигравшим сразу же с первой стадии разговора. Но не отступает, потому что тупой, потому что мозга нет. Чтобы понимать, что красиво проигрывать тоже нужно уметь. Недавно смотрела, одна бабуська недалекого ума орала на весь экран. Какие же детские травмы? Хватит! Никаких детских травм не было. Мы голодные, мы такие жили. Это была война, столько человек жили, все были, не доедали. Какие травмы? Давайте, есть люди глупые, есть люди какие-то избалованные, никакие травмы нету. Бабуля путает бедное детство, недоедание, с состязаниями, с изуродованием детской души.
вот эта бабуля недалекого ума не понимает, что детские травмы – это не доедать или надевать старые вещи. У моего отца был друг. Мы его очень любили, больше, чем своего отца. Замечательный был человек, веселый. Он болел, он был очень слаб здоровьем. Он был немного такой лодырь, скажем так. Не очень любил работать. Дети в основном делали, таскали дрова зимой и прочее. Жили буквально, можно сказать, в землянке. Старенький дом наполовину в земле. Одевали одно и то же. Мы им помогали. Но я хочу вам сказать, что у его детей не было детских травм. И им нечего помнить плохого именно насчет детства. Ни одного плохого слова про своего отца они не скажут. Ну и про свою мать тоже, потому что мать подстраивается под отца всегда. Это был веселый человек. Шутник, радостный. Это был человек-праздник. Мы все время шли к ним в гости, оставались, ночевали. Нам было хорошо там и комфортно. Мы не шли туда есть досыта. Мы сами несли им продукты. У нас были огромные огороды, сады, у них этого не было. Сумками тащили туда. Нам было нужно, положительные эмоции были нужны. Человеку для того, чтобы жить, нужны эмоции. Положительные эмоции. Иногда, не получая положительные эмоции, человек начинает искать, вытаскивать у близкого своего мужа, там, не знаю, матери и так далее, отрицательные эмоции. Человеку нужны эмоции, если он живой человек. Иначе он превращается в живого мертвеца. Он внутри умирает. Ему эти эмоции нужны, и он их требует. Почему ребенок капризничает? Ребенок иногда ломает, разбивает специально. Он хочет внимания. В школе отвратительно себя ведет. Это подсознательно, это наше неосознанное или несознательное, которое нас ведет. Это генетическая память. Это память наших предков, которая остается в нашей крови, в нашей генетике, в нашем ДНК. Мы не понимаем, почему так происходит. Мы почему так делаем. Вот, например, женщины путают очень часто агрессию и отчужденность и безэмоциональность с силой. Дело в том, что в древние времена, в пещерные еще времена, чтобы выжить, нужно было выбирать самого сильного самца, агрессивного. Как сейчас делают и животные, в принципе. Посмотрите на них. Они живут так, как мы жили с вами много миллионов лет назад. Они предпочитают сильного самца, потому что только он может защитить своих детенышей, прокормить самку, он может добычу забрать, он может убить соперника и так далее, понимаете? Прошли тысячелетия, миллионы лет. И внутри женщины это желание защищенности, уюта, оно осталось. И женщина предпочитает дерзкого, сильного, агрессивного самца. Но она хочет для защиты себя и своего потомства. Однако не понимает, что в наш век эта агрессия ни к чему. Она нужна время от времени, но постоянно быть в агрессивном состоянии нет нужды. А когда некуда эту агрессию девать, то этот самец не защищает ее и ее детенышей. Он пожирает ее, потому что он же должен на кого-то излить эту агрессию. И получается, что женщина ищет защитника, а получает палача. И вот многое мы подсознательно творим в своей жизни, не понимая, к чему нас это приведет. И все, что в нашей жизни происходит, виновник всему этому только мы. Невзирая на то, что было в детстве, как, нужно взять и перевоспитать себя по новой. Дать себе то, чего тебе не дали. Это очень сложно. Но это остается внутри нас. Мы хотим всю жизнь быть хорошими девочками. Нам же сказали, вот уроки сделаешь хорошо,
Будем тебя любить. Вот отведем тебя. Пойдем с тобой куда-то погуляем. Естественно, нужно поощрять ребенка. Естественно, нужно наказывать ребенка, если он неправильно себя ведет. Это не говорит о том, что нужно детям давать все, что они хотят, лишь бы у них не было травмы. Нет. Есть золотая середина. Но когда всю жизнь тебе говорят, выходишь замуж, молчи. Свекровь, что бы ни сказала, ничего не говори. Ничего не проси, никаких предпочтений не имей. Муж так сделал, ничего страшного, прощай. Узнаешь об измене, делай вид, что ничего не заметила. Мы все так жили. Тебя к этому приучают. Ты должна быть идеальной. Потому что они не хотят за тебя нести ответственность. Они не хотят заботиться о тебе, о твоих детях, если ты бросишь этого мужика и придешь к ним. И поэтому многие женщины терпят ад, пока это не закончится убийством, самоубийством, еще чем-нибудь. Они это терпят годами. Теперь. Поскольку тебе в детстве особо ничего не давали и не собирались дать, то когда ты становишься взрослой, и у тебя появляются возможности, ты хочешь, чтобы все, кто тебя окружает, твои близкие, друзья, дети, чтобы все просто жили без проблем. Ты им устраиваешь золотую жизнь. Ты хочешь им дать то, чего не дали тебе. И все время говоришь, я дам им то, что мне не хватало в жизни. Я буду хорошей, я буду другой, я не буду, как мои родители, я буду заботливой, я буду интересоваться трудностями, проблемами своих детей, своего мужа, и у меня будет другая жизнь. Ты так хочешь, искренне, и делаешь этого. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что все твои действия словно кричат: я большего недостойна. Вот все, что мне есть, вот этими объедками, как-нибудь я поживу. Мне большего и не надо. Главное, чтобы вы были счастливы. И в один момент ты понимаешь, что ты становишься и стала уже удобной. Тебе говорят, дай денег, мне надо поехать к друзьям, вот подарки купить, у них день рождения. Ты даешь эти деньги. Но когда твой день рождения, никто тебя не поздравил, никто подарков не подарил из близких. Они решили, что тебе не обязательно. У твоего сына день рождения, ты поздравляешь, отправляешь деньги или подарки. Или даришь, если он рядом. Но он этого делать не собирается. И не сделает. Твои родители были к тебе жестоки, бесчеловечны, а ты им помогаешь, потому что ты человек, это твой долг. Но они ничего не поняли. Они просто принимают это как должное. Ты это сделала. Они для тебя не делали и не собираются делать дальше. Они не извинились, им не стало плохо, им не стало неудобно. Им не стало тяжело на душе, что они так вот с тобой обращались, а ты вот хорошая оказалась. Нет. К чему ты придешь? К тому, что с тобой считаться не будут. Тебя будут ставить перед фактом. Тебе не скажут, знаешь, давай поедем куда-нибудь, или мне нужно поехать. Тебе скажут, я еду завтра, у меня дела. Я поеду на пару дней или недель, у меня дела. Да, конечно, вот возьми, сколько нужно, езжай. Тебе сын скажет, мне нужно купить вот это. И ты дашь ему денег или купишь. Тебе близкие люди начнут говорить, то есть подходить к тебе только тогда, когда им от тебя что-то нужно. Ты становишься банкоматом, ты становишься никем. Твои предпочтения никому не интересны. Если ты начинаешь, пробуешь, пытаешься как-то напомнить о себе, что ну я бы тоже хотела куда-то поехать, или мне бы тоже хотелось вот... Ну сейчас некогда, потом, завтра, подожди. И ты начинаешь узнавать о том, что где-то там, взяв у тебя, устроили праздник кому-то. Где-то забрав у тебя, или ты оплатила, или помогла. Сделали кому-то доброе дело. Сделали всем, но не тебе.
Подарок тебе не дарят, потому что ты... Ну, ты и так богата, ты и так работаешь, у тебя все нормально. Зачем тебе дарить? Это они бедные, несчастные, у них нету, им тяжело. Они столько не получают, а у тебя не есть все это. Ну, что тебе дарить? Чем тебя удивить? У тебя и так все есть. Твоя боль, твое разочарование, твои переживания не воспринимаются всерьез никем. И если ты говоришь, что тебе плохо, и ты себя плохо чувствуешь, никто не беспокоится. Могут беспокоиться только тогда, когда видят, что ты реально умираешь. За свои деньги, за уютную жизнь, которую ты им обеспечиваешь. Ты всем все делаешь, но ты прекрасно осознаешь, что если в твоей жизни случится какая-то трагедия, беда, никто из них не придет на помощь. Но ты продолжаешь это делать, потому что внедрили внутрь твоей головы вот этот чип о хорошей девочке, которая должна всем помогать. Ты мать, ты же его мать, ты обязана его содержать и помогать. И они не будут никогда меняться. Знаете почему? Потому что ты для этого ничего не делаешь. И у них в жизни ничего не меняется. Меняешься только ты. Злишься, обижаешься. Но когда муж приходит, ты ставишь на стол, накрываешь, кормишь. Ты стираешь, ты моешь, ты за детьми смотришь, ты за домом смотришь. Собаки, кошки, коровы, свиньи, дети, все сытые, все радостные, довольные. Он приходит. Ему абсолютно наплевать, его не интересует твоя внутренняя боль. Он тебя не любит. Он любит себя, и ему с тобой хорошо. И время от времени, чтобы подбадривать жертву, нужно подкидывать дрова в огонь, чтобы оно совсем не потухло. Я тебя очень люблю, ты не понимаешь. Или там немного чувствуя, что уже хочется вырваться, уйти. Бутерброды, чай, кофе в постель. Извини, прости, не обращай внимания, я такой дурак, просто меня так воспитали, ты же понимаешь, ну у нас как бы, нам не внедрили это все, ты не думай, я тебя очень люблю. И ты радуешься, дурочка. Вот эти эмоциональные качели. На самом деле он неплохой, это я. Ты начинаешь себя винить, они прекрасно знают, что ты начнешь себя винить. Они это делают для себя, чтобы дальше продолжать вытаскивать из себя все, что у тебя есть. И когда ты перестаешь это делать, начинается агрессия. Никто не говорит, ты права, ты столько лет делала, и вот теперь вот правильно делаешь. Нет. Тебя пытаются сломать, тебя пытаются унизить, тебя пытаются обидеть. Почему? Потому что ты перестала быть удобной, а им это не нравится. Ваши мужчины будут проводить со всеми время, сидеть часами, разговаривать с друзьями, ездить туда-сюда, пока вы ждете какого-то внимания. И вы это внимание никогда не получите. Никогда. А если вы об этом скажете, вы поругаетесь, переругаетесь, пересретесь, и ему это очень удобно, потому что он пойдет, ляжет смотреть фильм. И пока ты мучаешься и плачешь, и ненавидишь весь мир, он храпит. Это он потом скажет. Я просто не показываю свои чувства, ты не думай, мне очень больно, обидно, я понимаю, что я виноват. Нет, он ничего не понимает. Он просто знает, что все равно ничего не меняется, ты завтра точно так же встанешь, погладишь его вещи, постираешь, все сделаешь. Зачем принимать всерьез плач и стоны какой-то рабыни? Ты кто? Мужчины любят хаос. Они любят капризных женщин. Они любят женщин, которые заставляют их что-то сделать для себя. Женщин, которых нужно все время завоевывать, ревновать. Женщин, которые изменяют. Они готовы миллион раз просить. Вы не смотрите эти все видеоролики. Они все тряпки. Они будут орать, а через 5 минут позвонят своей Марусе и будут плакать о том, как они скучают. Это вам показывает, что они такие мачо, брутальные. Вот она, сучка, изменилась, чтобы я... Они не такие. Женщине тяжелее простить измену, чем мужчине. Мужчина – это примитивное создание. Мы более глубокие, более глубинные, более такие непростые, сложные внутри. Наше строение души другое совсем.
У них самка, если эта самка устраивает, на все остальное им плевать. Это вам кажется, что им интересны ваши килограммы, ваша красота. Абсолютно нет. Килограммы и красота в них возбуждает какую-то звериную похоть. Ненадолго. Они не будут с такими женщинами рядом находиться. Почему? Потому что те требуют что-то, а мужчина не хочет хотелки исполнять. Ему легче жить с той, которая не очень уверена в себе, с не очень веселой жизнью, уже с большим опытом расставания, которая очень сильно переживает и держится за него, и хочет семью всеми силами, потому что семьи не было нормальной в жизни. Вот и все. Но это тоже временно, конечно, но он пока может, он этим пользуется. Вы поругались со своей матерью, но ей помогайте. Оплачивайте ее счета. Ничего не изменилось. Если не можешь наказать морально, наказываешь рублем. А если ничего не изменилось, если ты не хочешь скандала, если ты хочешь держать марку, не уронить лицо перед обществом, ты замужняя, у тебя статус замужней женщины, что бы там ни было, мужики, знаете, как говорят, как бы там ни было, но у тебя есть муж, а у некоторых нету. Они считают себя таким сокровищем просто. И вот эти все байки о гулящих и шалавах, незамужних или разведенных с прицепами, это их сказки. Это они так утешают свое эго, что если ты меня, золотого парня, не хочешь видеть рядом, вот и будешь для общества такая гулящая, несчастная, который ищет с голодными глазами мужиков. Ты говоришь годами. Ты сначала ждешь поступка. Потом начинаешь агрессивно этот поступок требовать. Потом начинаешь скандалить. Потом начинаешь менять себя. Думаешь, что если я стану лучше, похудею, наведу макияж, буду собой заниматься, попшикаюсь духами, буду с ним о чем-то говорить, буду вытаскивать его где-то гулять с собой и так далее, все поменяется, все будет хорошо. Ничего не действует. Там мертво, вы бьетесь об стену, там нет двери, чтобы открылась. Для вас его нет. Он изначально вас выбрал именно потому, что вы удобная, вот и все. Он увидел вас это, поглядел, увидел, осознал, кто перед ним. И тем более, если вы душу раскрыли. И вы не думаете, что удобные женщины – это какие-то бедные несчастные колхозницы с натруженными руками. Нет, не только они. Есть очень известные люди, очень знаменитые женщины, о жизни которых мы потом узнаем после их смерти, как, например, Валентина Толкунова, которую использовали ее мужья, и все заработки забирали. Потом сын, который жил с матерью, ее матерью, и она работала, и вот эта бабушка с сыном просто абсолютно игнорировали. Даже когда она болела, последние стадии рака, она ездила по городам, зарабатывала для того, чтобы им оставить что-то. А им было абсолютно наплевать, насколько эта женщина нуждается в тепле и в заботе. И сейчас есть певицы, которые смотришь на них, страшно просто. Хочется обнять и заплакать. Видно, что человек болеет. А ее тащит на сцену сын и муж. Тащит, стимулирует тем, что ты нужна народу, народ хочет тебя видеть. А видно, что у нее последний дух просто. Это не любовь. Это желание использовать ее напоследок, выжать все соки, которые возможно. Так пользовались многими. Зыкиной пользовались долгие годы, потом она выкинула. Аллегрова точно так же, потом начали ее осуждать. Она не помогла ему, когда он умирал, а потому что нет уже желания помнить этого человека. Он нагло пользовался, пока она была на гастролях, он приводил баб. Он ничем ей не помогал, даже в мелочах абсолютно. И вот огромное количество таких историй, даже Тина Тернер, которую муж первый издевался над ней,
Она была никем, и бил, и терзал, и перед выходом на сцену бил ее. И она выходила с улыбкой и пела, потом заходила обратно и рыдала. И как-то убежала ночью к родителям. Те ее пытались отправить обратно, и только подруга приютила. Родителям было удобно, потому что ее муж хорошо, то есть, был человек такой знаменитый, значимый. Они не хотели, чтобы она пришла. А вдруг без мужа она не сможет на сцену выйти, денег им не даст, не получится. Все общество против такой женщины. Все хотят, чтобы ты была удобной. Умирай удобно, спокойно. Никого не волнует. Недавно смотрела в Грузии, в азербайджанской семье, в селении. Терзал он эту бедную женщину, издевался. 2 детей. 3-го ждала. Или 3, 4-го ждала. Я уже не помню точно. Убегала в Баку несколько раз. Родственники обратно возвращали. Все знали, все село знало. Там были ее родные, близкие. Бабушка. Она иногда на улице босиком зимой, окровавленная, он и трубой бил, и чего только не делал. Он издевался над ней и все время говорил родственникам, что я ее рано или поздно убью, забирайте. А те говорили, нет, живи с мужем. И он убил ее. Терзал. Беременную. И сидят, воют вся семья. Да вы все убийцы. Потому что эта женщина нуждалась в помощи. Вы ничего не сделали, чтобы ей помочь. Чего сейчас плакать-то? Будь удобный, живи с мужем. Мужем, который уничтожает тебя. Живи с ним. Про детей вообще молчу. Вот оно общество, поэтому надо надеяться только на себя. Удобные женщине не дарят подарков. Удобную женщину ставят перед фактом. С ней не считаются, с ней не советуются. Ее мнение никого не волнует. Боль удобной женщины никого не колышет. Ее болезни в том числе. Она вызывает агрессию, когда начинает что-то для себя требовать или напоминает, что она тоже человек. Она злит. От нее уходят на долгое время, отдыхают, потом возвращаются со словами: ну что, успокоилась? Как это сделать? Перестаньте всем помогать. Закройте все источники и скажите: пока не научитесь меня уважать, я вас знать не хочу. Но я вам скажу по секрету, ничего не исправляется. Вы сами приучили. Вы уже не исправите. Вам нужно просто порвать все эти связи, закончить и начать новую жизнь. И в той новой жизни эти ошибки не совершать уже. Вы знаете, если вы кормите собак и кошек на улице, они вам будут благодарны. Они будут помнить, что вы их кормите. Они вас будут защищать, они даже жизнь свою отдадут за вас. Лучше свои средства тратьте на них. От человека защиты и помощи, и благодарности не будет. В очень-очень редких случаях, чтобы человек оценил, понял, благодарил. Чаще всего это заканчивается болью. И если ты делаешь, а для тебя ничего не делают в ответ, запомни, что рано или поздно все закончится печально. Не помню, кто сказал. Если кто-то делает вам очень много зла, значит, вы кому-то сделали когда-то очень много добра. И для того, чтобы оправдать себя перед своими глазами, не выглядеть подонком, этот человек должен обнулить все, что ты сделал. И ты, думая, что ты столько лет жизни, столько сделала, сейчас все будут это ценить, вдруг становишься перед фактом, что все его родные, близкие, друзья, все говорят: а что ты сделал такого-то? А ты сама виновата. А он тебе всю свою жизнь, а он тебя так любит. Приходит момент, когда не то, что ненавидишь или злишься, тебе просто становится нечем его любить. И нечем любить всех тех, кто вокруг был, и для которых ты очень много сделала. Нечем любить. Они не оставили тебе ни душу, ни сердце. Сердце твое разорвали, уничтожили, растоптали, а в душу насрали.
В буквальном смысле слова. И душа твоя превратилась в общественный туалет. И тебе больше нечем этих людей любить. И тебе становится все равно. Тебе не больно, не радостно, не жалко, ничего. Ты больше ничего не чувствуешь. И запомните вот эти выкрики: дай мне шанс, начнем с нуля, давай по новой, дай мне шанс тебя добить, называется. Дать шанс таким людям – это все равно, что дать шанс, то есть дать вторую пулю тому, кто с первого раза в тебя не попал. Любите себя. Вы пришли в этот мир для того, чтобы жить своей жизнью. Вы не обязаны быть хорошей девочкой. Вы можете и плохой девочкой быть. Вы можете выпить с кем-нибудь, пойти и переспать, и утром проснуться, сказать: твою мать, что ж я сделала? Но сделала, так получилось. Не призываю так делать, но если вы сделали, ничего страшного. Значит, так мне надо было в этот момент, и все. Сын, ты со мной не хочешь общаться, ты не хочешь слушать меня, ты не хочешь меня понять, ты не хочешь просить прощения. Денег тебе не будет. Живи сам, ты взрослый, работай. Я в твоем возрасте уже работала. Все, конец, точка. Нет уважения, нет денег, нет подарков, нет помощи. На Китайскую гору. Муж, дату моего дня рождения помнишь? А помнишь дату рождения всех своих дружков? Вот иди к ним, с ними живи, с ними радуйся. Они твоя семья с этой минуты. Когда в вас чувствует силу, вас начинает бояться. Но не притворную силу. И не желание: вот сейчас я вам покажу, а потом опять буду хорошей девочкой. Нет. Они чувствуют это по-настоящему, когда ты действительно больше их не любишь. И ты не хочешь... Сначала они не понимают. Сначала они думают, что это очередное желание обратить на себя внимание. Ой, перебесится, успокоится. Потом видят, что нет. Ничего там нету. У тебя нет желания ни говорить, ни плакать, ни объясняться, не скандалить, не почему ты так делаешь, а ты почему так делаешь, а почему... Нет, все. Все умерло. Не надо ничего выяснять, почему ты так делаешь, как ты мог. Если мог, значит может. Зачем это выяснять? Это все равно, как идти змее сказать: ты почему кусаешь людей, ты почему ядовитый, как тебе не стыдно? Так это натура змеи. Если кусает, жалит, убивает людей своим ядом, значит, она такая. Что с ней скандалить и выяснять отношения и пытаться понять, почему она так делает? Потому что это природа ее такая. А ты не подходи к змее. А если она к тебе подходит, значит, размажь голову, чтобы она не успела тебя укусить. Вот и все. Ты живешь в этом террариуме и все время задаешь вопрос змеям. Вы почему меня жалите? Я же вас кормлю, суки. Вы почему на меня нападаете? Вы почему ко мне так относитесь? Когда вы начнете меня любить и ценить? А природа их жалить. А тебе нужно сделать следующее: выйти из этого террариума, закрыть, и пусть они друг друга жалят. Не кормить их, и они передохнут. Вот и все. Все предельно ясно и просто. Просто к этому надо приходить. И какие бы лекции вы не слушали, не читали, не плакали, там по ночам включали тяжелую такую больную музыку и так далее, ничего не поможет до того времени, пока ты не извлечешь урок. И вот там во Вселенной скажут: все понятно. Она все поняла. Вы заметили, что в нашей жизни все повторяется постоянно? Почему? Потому что мы не извлекли урок. И пока мы не поменяем свои отношения к определенным вещам, это снова будет повторяться. Это как учитель, который постоянно тебя вот с этой указкой стоит над головой и заставляет читать по новой, пока ты не вызубришь. И не отстанет, пока ты не сделаешь как надо. Вселенная то же самое. И не кричите туда, не орите: дай мне ответ, помоги, спаси, ну почему там молчание? Вы заметили, в самые тяжелые дни вашей жизни Вселенная молчит. Никакого ответа оттуда нет. Никакой помощи. А почему? А потому что во время экзамена учитель молча наблюдает за тобой. Он тебе не позволяет ни шпаргалкой пользоваться, ни шушукаться со своими этими однокашниками. Тишина,
Нет никакого ответа. Ты смотришь вопросительно на него. А о чем мне ответить? Я не знаю ответа. А он смотрит, улыбается молча. Он тебе не отвечает. Он ждет, пока ты вспомнишь в своей голове тот урок, который тебе дали, и напишешь сам. Значит, ты прошел этот урок. Молодец. Садись 5. И тогда в твоей жизни все меняется. Вот поэтому ждите того дня, пока вам нечем будет любить. Пока вам насрут в эту душу столько, что уже никакой туалет не выдержит. Пока вам это сердце разорвут в клочья настолько, что там уже ничего не останется, и тогда вы внутренне умрете и воскреснете уже совсем в другом обличии. И у вас не будет агрессии, как раньше. Да вас, да пошли вы нахер, вы достали. Они прекрасно это знают. Они вас изучили и знают вас наизусть. Вот как эту куклу, которую ведут. Они знают, что ты скажешь в следующий момент. Ты принесешь поесть, ты уберешься, ты все равно сделаешь свои функции. Все. Зачем на тебя обращать внимание? Нет. Они по-настоящему пугаются, когда видят в тебе настоящую силу. Когда ты их больше не любишь. И ты спокойно, тебе не больно. И ты взяла и поехала отдыхать. И ты начала с другим переписываться. И ты начала жить своей жизнью. Они настораживаются, они начинают агрессировать, они пытаются тебя вернуть. А ты до конца стой на своем. Нет. Обратного пути не будет, и такие люди не меняются. Но тебе уже бояться нечего. Почему? Потому что твои чувства не воскреснут. Пока мы любим, мы оправдываем всех перед своими глазами сами. Ставим их на пьедестал, врем, что это мне подарил муж, сын, мать там позвонила, спросила. Это. Мы врем обществу, себе. Мы хотим быть как все, мы хотим, чтобы нас тоже любили. Чтобы наша жизнь была вот как в этой Инстаграме, что все хорошо, прекрасно, дети цветы жизни, я цвету и пахну. Но в какой-то момент ты становишься зрелым. Ты просто учишься говорить «нет». И на этом заканчивается твое детство. Окончательно. Ты становишься самостоятельным. И когда чуют в тебе силу, начинают подчиняться. И чаще всего такие мужики начинают пытаться что-то делать, что-то там мастерить, лишь бы тебе понравится. Тебе плевать уже. Тебе чихать. Абсолютно. Когда на розу сверху льют селитру, и она высыхает, потом можешь поливать, можешь самые лучшие удобрения купить. Не поможет. Она умерла, все. И вот та, которая его любила, она умерла. А та, которая сейчас его знать не знает и не любит. Потому что это совершенно другой человек. В буквальном смысле слова совершенно другой, с другими чувствами, с другими понятиями. Винтик внутри повернулся, и все стало на свои места. И понимая, что уже никак не получается, все, они постепенно отходят. Ну, или их выкидывают из своей жизни. Надо за себя бороться. Но уже нет ни боли, ни слез, ни агрессии. Ничего нет. И такое ощущение, как будто это не ты жила. Это была не твоя жизнь. Все закончилось. Ты спаслась. Не знаю. Выкупила себя из рабства. А любые чувства – это рабство. Замечательно любить человека достойного, который это ценит. А если ты любишь недостойного, он сразу этими чувствами начинает пользоваться. Это значит, ты сам добровольно отдаешь себя в рабство. А этого делать не нужно. У тебя одна жизнь. Не будь удобной. Будь собой. Тебе не обязательно быть хорошей девочкой. Ты можешь быть и плохой девочкой. Имеешь полное право. Всем удачи!